Всем привет! В прошлом ролике я рассказывал, как не надо покупать землю на Филиппинах. Кто впервые на моем канале и не смотрел предыдущий ролик, давайте я коротко напомню суть. В 2019 году я переехал жить на Филиппины. После 3 лет жизни я понял, что не хочу больше жить в арендованной квартире, а хочу купить свою землю, построить свой дом и заняться своим делом. Но чтобы двигаться на Филиппинах, тебе нужен филиппинец. Так устроена система, и так делают все те, кто хочет так или иначе развиваться в этой стране. Как правило, у ребят, женатых на филиппинке, этим самым своим филиппинцем является их филиппинская жена. У меня жены нет. В эту игру под названием «Брак» я уже как-то играл в России и пока больше не хочу. Да и, если честно, я скептически отношусь к идее жениться на филиппинке. Но все это время я дружил с одной влиятельной в городе семьей, которую и попросил помочь мне с покупкой земли. Они, конечно же, согласились, мы нашли подходящий участок, но в итоге все пошло не по плану. В итоге часть моих денег зависла у продавцов земли как предоплата, ну а другую часть украл чувак, который должен был купить для меня землю. Об этом я подробнее рассказывал в своем предыдущем ролике, так что посмотрите, чтобы оставаться в контексте. Этот же ролик – логическое продолжение предыдущего, и в нем я бы хотел поделиться новостями о своем деле. С момента публикации этого ролика прошло много событий. Он наделал много шума, его разнесли по пабликам, а кто-то из филиппинцев даже отправил петицию сенатору. В общем, там забурлило, и дело немножко сдвинулось с мертвой точки. Но прежде чем я продолжу, я бы хотел поблагодарить всех тех, кто не остался равнодушным. После предыдущего ролика мне много кто позвонил, много кто написал слова поддержки, много кто предложил помощь и дал советы. Ребята, я действительно очень тронут. Спасибо за поддержку моим коллегам-блогерам из Филиппин, а именно Сереге с канала «Этот Сергей», Борису и Дарлин с канала «Жизнь на острове», Олегу Ночкину с канала «Ночь кино», Алексу и Джин с канала «Возможно, все на Филиппинах». Ребят, спасибо вам огромное за поддержку. Отдельно хочу поблагодарить Сашу с канала Data is Beautiful, а также всех тех, кто поддержал монетой. Когда я опубликовал тот ролик, некоторые из моих друзей там, в Думагете на Филиппинах, догадались, о ком в нем идет речь, и, мягко говоря, просто охренели. Мерзавцу прислали ссылку на ролик, и в этот момент он испугался. Он сам мне позвонил, прервав многомесячное молчание и проявив несвойственную для него в этом деле инициативу. И я думаю, только сейчас он осознал о возможности тех серьезных последствий, которые вот-вот могут накрыть его с головой за то деяние, которое он совершил почти 2 года назад. Эти последствия прямо сейчас стали влиять на его жизнь не самым благоприятным образом. Он буквально плакал. Он умолял закрыть ролик. Он обещал, что в течение нескольких дней предоставит нотариально заверенное соглашение о возврате долга и график платежей, а также попросит продавцов участка написать расписку о возврате предоплаты непосредственно на мое имя. Я согласился на такой обмен. Если закрытие ролика помогло бы в решении вопроса, то почему нет? Но подождав 2 недели, никакие соглашения и расписки он так и не предоставил, а поэтому я взял и открыл ролик обратно. Предварительно, правда, посовещавшись с адвокатом и на всякий случай подтерев оттуда записи разговоров. Примерно в это же самое время мне написали продавцы участка и сообщили, что готовы, так сказать, начать процесс возврата предоплаты. Они с филиппинским друже встретились в офисе у адвоката, подписали какие-то бумажки, и на следующий день, и так, наверное, совпало, что на следующий день после открытия того ролика обратно, филиппинский друже торжественно мне сообщил, что перечислил на мой счет часть своего долга. Меньше трети от той предоплаты, которую должны вернуть продавцы участка, но тем не менее часть денег уже удалось вернуть. Всего 11% от общей суммы потерянных средств. Теперь они обещают оставшееся выплачивать постепенно. В общем, опять все сначала. Как же трудно иметь дело с людьми, которые вообще не парятся соблюдать обещания и договоренности. И я даже не могу этих конкретно людей винить, потому что, там таких большинство. Ну а что до филиппинского дружи, то 1 апреля он наконец-то прислал черновик соглашения и график платежей. Я не против заключить такое соглашение и нотариально зафиксировать его долг на бумаге, если оно, конечно, будет выполняться в оговоренные сроки. Это было бы оптимальным сценарием решения конфликта. Но что-то меня терзают смутные сомнения, и это может быть очередная уловка для того, чтобы просто выиграть время. Хорошо, конечно, что он не прячется, не убегает и хоть как-то пытается сотрудничать. Но там уже определенные шестеренки против него закрутились так, что теперь даже я не могу их открутить обратно. Я уже взял билеты на Филиппины и скоро вернусь туда обратно. Будем продолжать вести работу в этом направлении.
Предыдущий ролик, в принципе, дал тот шум, на который я рассчитывал. Люди хоть как-то зашевелились, и сейчас главное усилить этот импульс. Я лично еще раз хочу встретиться с продавцами земли, а также лично встретиться с родителями того чувака. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну и, соответственно, в офисе юриста при свидетелях подписать это соглашение, черновик которого мы с филиппинским друже обсуждали. Если оно будет выполняться, то хорошо. Собственно, это и было бы оптимальным решением ситуации без какой-либо нервотрепки. Ну а если нет, ну что ж, чувак совершил акт мошенничества на крупную сумму, а доказательств у меня предостаточно. Ну а чтобы официалы шуршали активнее, можно будет еще дополнительно дать шума в общественном пространстве. Только на этот раз не на русскоговорящую аудиторию, а уже на англоговорящую. Я уже записал свое расследование на английском языке со всеми доказательствами, которое пока закрыто и которое я пока точечно показываю определенным людям. How much does friendship cost in the Philippines? Well, now I have my answer to that question. Хочу еще для ясности ответить на некоторые комментарии. Я смотрю, у многих остались определенные вопросы. Самым частым упреком было, что «Эй, ты сам там придумал какие-то мутные, обходные, незаконные темы и что-то там еще хочешь». Ничего мутного и незаконного тут нет. Иностранец может арендовать землю у филиппинца с максимальным контрактом на 25 лет и возможностью еще одной пролонгации на следующие 25 лет. Таким образом, землей можно пользоваться до 50 лет. Филиппинец покупает землю на свое имя и становится ее владельцем, а я уже арендую ее у него. Тут нет никаких мутных схем и все только выигрыши, потому что по завершению контракта земля и все постройки автоматически вернутся филиппинцам. Не я это придумал, так половина страны принадлежит иностранцам, и государство, которое это понимает, наоборот, всячески способствует подобным контрактам. Ведь экономика таких стран сильно зависит от иностранных инвестиций. Еще многие спрашивали, а зачем тебе понадобилось притаскивать своего филиппинца, если можно было непосредственно арендовать землю у самих продавцов? Ну, наверное, потому, что логичнее и правильнее было бы арендовать у своего человека, с которым всегда можно договориться, нежели у незнакомой пожилой супружеской пары, которая лет эдак через цать с высокой степенью вероятности покинула бы этот мир, а у ее наследников, скорее всего, были бы совсем другие планы на этот участок. А еще это делалось для того, чтобы сохранить возможность в любой момент продать этот участок. Мало ли как жизнь повернется. А имея доступ к тайтлу, где был бы только один владелец, а не человек 10 непонятной тебе семьи, это можно было бы сделать быстро. Тайтл – это официальный документ, подтверждающий право собственности на земельный участок, и в тайтл может быть вписано несколько собственников. Ну и еще подразумевалось, что он тоже будет пользоваться этим участком, пусть и в значительно меньшей степени, чем я. Он там хотел какую-то свою арт-студию построить, и я был не против. То есть подразумевалось, что это будет совместный проект. Еще многие задают вопрос, а какого хрена ты сразу не заключил контракт с дружей, когда переводил ему бабки? Ну потому что договор аренды на землю я могу заключить только с ее владельцем. А пока тайтл не перенесен на имя дружи, как я могу заключить с ним договор? Но на самом деле вопрос резонный, и тут надо было содрать с него хотя бы долговую расписку для подстраховки. Хотя, если честно, это не особо бы что-то изменило, но, возможно, хотя бы помогло оказать какой-нибудь психологический момент. Ну и я еще переживал, что и так людей напрягают, так еще подобными просьбами поставлю вопрос доверия под сомнение. Какие еще есть способы иностранцу пользоваться землей на Филиппинах? Ну, помимо долгосрочной аренды непосредственно у владельца участка, я знаю как минимум два способа. Первый – это свадьба с гражданином Филиппин и покупка совместной недвижимости. Тогда при покупке земельного участка имя иностранного мужа или жены тоже вписывается в тайтл, и иностранцу автоматически принадлежит 50%. Теперь без согласия второго супруга этот участок нельзя продать. Но если ваша филиппинская жена или муж отправятся на покой раньше вас, то унаследовать участок не получится. Вас обяжут его продать в течение определенного времени. И второй способ – это через корпорацию. Корпорация может купить землю, а иностранцу может принадлежать 40% корпорации. Но тут на каждых двух иностранцев должно быть не менее 3 филиппинцев. В корпорации не может быть меньше 5 человек. И это уже юрлицо, там много своих заморочек. Там нужно будет подавать декларации, отчитываться о деятельности, там у тебя должен быть штат филиппинцев и так далее. В 2019 году, кстати, придумали новую форму корпорации, так называемую One Person Corporation, когда один человек может владеть корпорацией, даже если это иностранец. Но такая форма бизнеса все равно не позволяет иностранцу владеть землей. Если знаете еще способы иностранцу пользоваться землей на Филиппинах, напишите, пожалуйста, в комментариях.
Накосячил я, конечно, эпично. Сам же говорил в своих старых роликах о том, какими могут быть филиппинцы, и сам же попался. Не то чтобы там все плохие, конечно же нет. Есть хорошие, есть плохие, все как и везде. Но и особенности менталитета тоже надо учитывать. Там у людей не особо развито мышление на перспективу, а поэтому за последствия своих действий они не особо парятся. Там все на чили, на расслабоне, много бла-бла-бла, мало дела. Мне надо было развиваться в этой стране, и вариант ничего не делать был не вариант. Если ничего не делать, то ничего и не сделается. Я хотел быструю сделку, не рассусоливая. Пришел, увидел, взял, начал работать. Поэтому я сразу закинул всю котлету и был уверен, что ее точно так же сразу же отправят продавцам. А там получилось, как получилось. Не хочу сейчас сидеть и оправдываться, но и оставлять все как есть я тоже не хочу. Буду разгребать эту кучу дерьма и по мере поступления новостей буду держать вас в курсе. Еще раз спасибо всем тем, кто поддержал, всем тем, кто не остался равнодушным. Всем удачи!